А чего, дорогие друзья, появляются такие жуки? Я вам хочу сказать, что получается бампер сам. Ну, точнее накладка. Вообще бампер считается эта часть. Но будем говорить народным языком. Получается, этот бампер прилегает к кромке самой и начинает вот эту вот часть натирать. Вот в этой ступенечке она начинает натирать, и за счет этого появляются жуки. Попробуем это дело, конечно же, исправить. Будем лечить. Так что смотрим, приятного просмотра.
Вот видите, все изнутри. Если мы покрасим здесь просто локально, то ржавчина пойдет. То же самое, как вот здесь вот делали. Получается, уже до этого тут красили вот эту арочку. Видите, жуки. Но это все вылазит именно изнутри. Получается, у меня тут уже арка полностью обработана. Я вам покажу все этапы технологии. Получается, надо сделать сначала изнутри все. Получается, я зачищал металл, обрабатывал его, также восстанавливал шовный герметик. Вот, я думаю, вы видите, да? Это все вот, я вам показывал все жучки. Вот откуда они перебегают. Все изнутри. Тут герметик получается заводской. И под этот герметик уже забивается ржавчина. Идет тут коррозия полным ходом. Так что это все дело надо снимать и зачищать. Это вы видите, тут вот она, коррозия. Оно вроде тут все закрыто, ничего не видно. Вот он, опа, начинаешь снимать. И оно все внутри тут сидит, гадость. Вот, я думаю, видите, рыжик, чижик-пыжик. Вот, и это все дело надо по кругу зачищать. Без этого никуда. Обработал, после этого все покрасил эпоксидным грунтом. И, получается, замазал мастикой. Мастикой мазал 2 слоя, третий был перемешанный с пушечным салом, финишный слой. Зачищаем наши все эти жуки, вытравливаем их, грунтовать, шпаклевать, красить. Вай, сока работы. Не знаю, видно вам, не видно. Ну вот вам покажу, видите, тут красный грунт. Это не заводской грунт, это походу кислотник. Так что детали уже этого делали. И она выскочила опять через какое-то время. Так что очень такая нехорошая болячка, как говорится. Потому что как ни дело, оно все равно получается. Тут идет плотное прилегание, идет натирание. И опять такая вот болячка выскакивает. Будем обклеивать, конечно же, вот эту вот нижнюю кромку пленку, чтобы не так сильно натирало. Что очень дорого это все стоит переделочки. Лучше уже заплатить за пленку. И вот эту вот кромочку мы обклеим. Ну что вот. Видите, подтеки. Давали тут, красили уже. Но это не спасло.
Сюда, дорогие друзья, будем подкрашивать еще пороги. Тоже есть маленькие скольчики. Потому что это все загрунтовать. Но в чем прикол? Получается, я сюда приклеил валик переходной для переходов. Именно по кантику. Получается, прокрасим. И я валик сниму и переходным растворителем все это задуем. Здесь, естественно, будем красить. Я буду распылять, растушевывать здесь красочку. Аккуратно она будет сюда вот уходить. Вот. Ну, остальное будем лаком задувать. Лак будет тоже задуваться сначала более сухой слой. И еще будем более-менее такой мокрый. Ну, естественно, здесь будет очень тонкий слой. Сюда будем, естественно, лак валить пожирнее. Но еще одно но. Получается у меня светлый грунт. Для этой краски он, естественно, не подходит. Колорист, получается, мне еще дал такой вот грунт, получается. Мы сделаем его подложкой. И потом будем грунтовать, потому что вот такого цвета должен быть грунт, получается у нас. Такая вот должна быть подложка под эту базу. Если подложку эту не сделать, то, скорее всего, может это отличаться. Будет просто светлее. Так что нам это не надо. Естественно, мы здесь тоже будем задувать. Я буду таким вот пятном сюда переходить, это все дело растушевывать. Ну, и в процессе вам все покажу. Также у нас тут такая вот красота. Будем еще пороги тут задувать, тоже подкрашивать. Такая вот работенка. Так что вот мы обклеили тачку. Тачка готова под краски. Будем подкрашивать наши элементы. Да, получается, машина, конечно же, красивая, классная, но учтите, друзья, что я, естественно, еще раз говорю, что краска очень нежная. И вот эти вот все косячки вот здесь, вот видите, тоже мне надо будет подкрашивать сейчас. Вот это вот ребрышко. Да, так что очень много мелких косячков. Вот еще то же самое сделать под валик, вот эту вот часть. Получается, под этот кантик. Думаю, вы видите, да? Вот под этот кантик, короче, хотел тут сюда вот валик для переходов бахнуть. Но тут уже расстояние маленькое, стрёмно делать. Не знаю, короче, если, конечно же, вы маляр, там, не знаю, 30 уровня, ну, то, может быть, так можно забахать. Ну, естественно, я там, не знаю, какого-то, может, 5 уровня. Пару тачек покрасил, так что, естественно, я буду задувать вот под эти парашюты. Вот такие вот парашюты сделал. Да, можно было бы облить бы полностью дверь, но у меня там, получается, ветровики такие, не хотел снимать. Ну, и так нормально будет. Надеюсь, что нормально будет. Так что будем подкрашивать. Ну, такой вот у нас ремонт нашей машинки. Ну, машинка будет ездить и ходить еще, но краска вообще, я не знаю, даже вот если вы тут присмотритесь, это, сейчас фокусируем. Ну тут не видно. А хотя вот видно. Сейчас я сфокусирую. Вот видите? Даже вот тут вот жучок есть. Ну, он, конечно, соржавеет, наверное, проще тачка быстро соржавеет, чем этот жучок. Так что мы его трогать не будем. И таких вот мелких косячков на самом деле очень много. Любой скольчик, все, оно начинает подрывать этот грунт, сдувается. Как бы металл хороший, металл-то, конечно же, не ржавеет, это не какая-нибудь там лада, говняда. Металл очень хороший, но грунт говно. Вот оно у нас так все получается, ребята.
Вот здесь под валиком, получается, сделал полусухой слой. На цвет не знаю, будет видно, не видно. Сейчас мы будем отклеивать валик. Вот у нас есть переходной растворитель. И пройдемся переходным растворителем еще. У нас утро следующего дня. Так, ребята, ну что, наступает осень, потиху холодает. Ну а мы уже, конечно же, собираем наш автомобиль. Вот. Что нам осталось? Осталось, конечно, будет отполировать еще детали от пылинок. Я еще, конечно же, подожду пару дней, потому что, чтобы схватился лак. Так, ну вот, я, получается, оставил эту полоску. Как в начале видео говорил, будем ее обклеивать в пленку. Получается, вот у наша пленочка. Вот такая вот пленка. Я ее заказал с Алиэкспресс. Ссылочку оставлю в описании. Кому надо, переходите, заказывайте. Ну, получается, ее надо будет нам обрезать. Вот под этот вот размер. Я специально тут залачил под эту пленку. Потому что, видите, я думаю, вы в начале видео еще видели, но вот я вам еще раз покажу. Видите, вот такие вот подтеки. Эту сторону и ту сторону ремонтировали. Задували толстым жирным слоем лака. Но это не спасло. Так что это ребята, не спасает. Так что одно спасение только обклеить в пленку, чтобы оно не протирало. Это самое главное. Перед тем, как будем обклеивать, надо будет эту часть обезжирить. Ну, естественно, чтобы была теплая погода, чтобы металл был теплый. Либо надо его будет подогреть. Но главное, чтобы не было холодно. Хотя бы не ниже 15. Потому что пленка будет, пленка не будет клеиться. Так что приступаем к замеру. Будем замерять, обрезать и клеить. И да, хотел бы напоследок добавить насчет кузова лак. Получается, косяки у них все одинаковые. Это у нас ручки дверей ржавые. Получается, бампер, кромка. Сама по себе ржавчина вылазит. Это все прилегающие резинки, которые именно натирают, и ржавчина идет вся из-под резинок. Также хочу показать вам фотки с объявлений. Посмотрите, вот продают, получается, машины с такими же косяками.
а приезжаешь их на самом деле еще в 2 раза больше. Получается, просто что я хотел показать в этом видео, что машину именно нужно капитально разбирать и все красить. Получается, если вот вы арки не снимете локеры, не посмотрите, получается, вы покрасите, через год это все вылезет. То же самое ручки дверей вы можете покрасить, через год это все вылезет. Так же самое человек, который продает, который покрасил. Не факт, что там все обрабатывалось изнутри, так что вы купите, это все вылезет буквально через год, и вы будете говорить, блин, тачка говно вообще полная. На самом деле машина не говно. Просто понимаете, что за машиной нужно следить. Вот все резинки, особенно зимой, когда вот соли попадает, песок, все надо вымывать. Вот получается, вот это вот проемы, все эти прилегающие резинки, особенно вот на ВАК, они очень плотно сидят. Получается, все это натирание, и вся ржавчина вылазит. Конечно же, кузов нужно обрабатывать изнутри, потому что у нас большие перепады температур, получается, вся ржавчина вылазит изнутри, а если изнутри начала ржавчина вылазить, это приговор машине. Так что нужно обрабатывать именно изнутри, так что у меня есть видео, как обработать машину изнутри, ссылочку оставлю именно горячим методом, разогревать пушечное сало и задувать все наши полости. Почему вообще происходят вот такие вот у нас жуки вообще страшные, почему краска так вот слазит? На самом деле качество краски не то совсем, которое было раньше. Как заявляет производитель группы ВАК, что там он окунает кузова, получается, 6 раз какие-то там ванны, супер-бупер, там потрясающая обработка, и все равно косяки все такие вот вылазят по кузову, вообще страшные. Почему на самом деле так все происходит? Потому что производителям душит экология. Понимаете, это не то, что как в 90-х большинство машин обрабатывали именно на горячую цинковку, и машины ездили по 30, а то и по 40 лет. Вообще сейчас даже ездят, вот это взять эти Audi, которые ездят до сих пор сейчас с потрясающим внешним видом. Особенно если хозяин за ней смотрит, она вообще практически как новая по кузову. Сейчас такого качества нету, конечно. Сейчас совершенно материал не того качества, который был раньше, потому что экология, конечно, съедает качество, так что производитель не может дать то качество, которое было в 90-х. Надо это понимать. Но также производителю это и не нужно. Получается, машина 10 лет отъездила, и на свалку. Этого достаточно. Большой респект, конечно, ребята, от тех, кто содержит машину старую в идеальном состоянии. Ну, спасибо, что смотрели. Всем удачи, всем пока.